«Отец, разреши нам с Егором пожениться». «Прошу тебя», — взмолилась Джамиля. «Нет, этому никогда не бывать. У тебя давно есть жених». «Уже все договорено, я не могу нарушить слово, это дело чести», — произнес Карим голосом, не терпящим возражений. «Хоть раз подумай обо мне. Я не хочу выходить замуж за 40-летнего лысого старика». Заплакала молодая девушка. «Ты как с отцом разговариваешь?» Совсем ошалела от любви своей. Вмешался старший брат Азат. «Как отец решил, так и будет. А ты помалкивай. Джамиля, ты ведь знаешь, что у нас не принято женить детей на людях другой веры. К тому же у этого Егора за душой ни копейки. А твой жених состоятелен, имеет хороший бизнес и дом. Он тебе целый килограмм золота подарит на свадьбу». Радовалась Шарифа, мать девушки. Девушка закрыла лицо руками и выбежала из дома. Спустившись к реке, Джамиля села на камень и горько заплакала. Ей не хотелось возвращаться домой, ведь ее там никто не понимал. Родные люди относились к ней как к бездушной, бесчувственной игрушке. Девушка не имела права выбора и голоса. «Джамиля, кто тебя обидел?» Услышала за спиной знакомый голос. «Егор, отец категорически против наших отношениях. Сказал, что у меня уже есть жених». На лице парня заиграли скулы. Он не мог спокойно смотреть на слезы любимой. Карие раскосые глаза Джамили всегда блестели от радости. Сейчас же в них была только боль и пустота. Они были очень красивой парой, которая придавала контраста друг другу. Егор – высокий яркий блондин с серыми глазами. Джамиля – тоненькая хрупкая брюнетка с медовым взглядом. Молодые люди были давно влюблены и когда-то на этом самом месте поклялись всегда быть вместе. В общем, если твои родные не хотят по-хорошему, будет по-плохому. Мы сейчас же уезжаем отсюда. «Я не пущу тебя домой», – решительно произнес парень. «Я боюсь. Ты не представляешь, что с нами будет, когда отец с братом найдут нас. Они никогда не простят мне этого поступка», – тихо прошептала девушка. «То есть ты предпочитаешь подчиняться прихоти отца и согласна выйти замуж за кого угодно?» «Нет, я не согласна. Значит, не нужно терять времени. У тебя есть возможность взять незаметно документы. Я боюсь идти домой. А вдруг меня больше не выпустят? Ты права. Ладно, жди меня здесь. Я минут через 20 буду», — сказал Егор и побежал домой. Вскоре парень подъехал на мотоцикле с товарищем. «Джамиля, садись в коляску. Поедем по объездной дороге, чтобы никто не видел. Павел отвезет нас на станцию. Не бойся, любимая, все будет хорошо». Через полчаса парочка беглецов была на месте. Павел дал слово, что никому не проговорится о них, и уехал домой. Еще через час Джамиля и Егор сели в поезд и поехали в неизвестность. Всю дорогу девушка была грустной и молчаливой. Как ни пытался Егор развеселить свою невесту, но у него это плохо получалось. «Ты жалеешь о нашем поступке?» – спросил парень. «Знаешь, у меня какое-то двоякое чувство. С одной стороны, мне тяжело думать, что я никогда не увижу отца с матерью. Ведь они любят меня по-своему. Просто хотели хорошей, беззаботной жизни для меня. А с другой, я не смогу жить без тебя. Не плачь, все как-нибудь образуется. Я думаю, пройдет время, и родители простят тебя». «Ты ошибаешься, по нашим законам это непростительно. Ведь я опозорила свой род», – тяжело вздохнула девушка. «Куда мы едем? Где будем жить?» – поинтересовалась у Егора. «Поедем к моему деду. Он живет в Сибири, в такой глухомане, что нас никто не найдет там. Сделаем тебе документы и сразу поженимся». Прошло 4 года. Джамиля так и не смогла привыкнуть к вечному холоду сибирского края. Они с Егором жили у его дедушки в забитой деревушке. Растили 2-летнего Алима, которого назвали в честь деда Джамили. Девушка была очень счастлива возле сына и любимого человека, но очень тосковала по родным. Однажды вечером Джамиля услышала какой-то шум в сенях. Дед Макар с кем-то говорил на повышенных тонах. «Не пущу.
Скоро придет Егор, тогда и поговоришь с ним. Нечего тебе делать в чужом доме, кричал старик. Вы меня неправильно поняли. Я приехал с добром и не причиню никому зла. У Джамили подкосились ноги от страха, девушка узнала голос брата. Нет, это невозможно. Как они нас нашли? Промелькнуло в голове. Дверь распахнулась, и в дом валился Азат. Джамиля схватила сына на руки и прижалась к печке. Девушка тряслась от страха. «Здравствуй! Не бойся, ничего я вам не сделаю», – устало произнес Азат и сел на стул. «Зачем приехал? Как ты нашел нас?» – робко спросила Джамиля. «Отец послал. Выпросил ваш адрес у матери Егора. Будь моя воля, я бы никогда не видел бы тебя. Как ты могла опозорить нас? От нас отреклись многие родственники и друзья, а все из-за тебя. Ты приехал, чтобы вычитать меня. Уже поздно что-либо менять. Я замужем, у меня есть сын и любимый муж». Осмелела Джамиля. Азат перевел взгляд на малыша и улыбнулся. «На нас похож», – произнес с гордостью. «Как его зовут?» «Алим. В честь нашего деда». «Молодец. Хоть что-то хорошее сделала в этой жизни», – одобрил брат. «Алим, иди к дяде». Мужчина улыбнулся и протянул руки к племяннику. Мальчик испугался незнакомого человека и заплакал. В этот момент в дом забежал Егор. «Что тебе нужно?» – закричал с порога на Азида. «Егор, успокойся». Брат приехал с добрыми намерениями, поспешила успокоить мужа Джамиля. «Значит так, садитесь оба и слушайте меня внимательно», – в приказном тоне сказал Азат. «Отец очень слаб. Он хочет увидеть тебя, Джамиля. Старик любит тебя безумно, поэтому давно простил. В общем, вы как хотите, а я без вас не уеду». Несколько минут в доме царило молчание. Джамиля стала плакать, а Егор нахмурился. «Ну что, Джамиля, поедем домой?» «Отца нужно уважить», – произнес Егор. «Да и я мать не видел давно». «Да». «Поехали, конечно», – обрадовалась девушка. На следующий день молодая пара попрощалась с дедом Макаром, пообещав старику навещать его каждый год, и отправились в путь. Джамиля несмело вошла в родной дом. Шарифа бросилась к дочери и заключила ее в объятиях. Мать беззвучно плакала и прижимала покрепче дочь. Девушка стала на колени перед матерью. «Прости меня, мамочка», – произнесла тихо. «Поднимись, дочка. Я не держу зла на тебя. Иди к отцу, он в соседней комнате», – сказала Шарифа. Девушка не сразу узнала отца. Карим сильно посидел и осунулся. При виде дочери у мужчины навернулись слезы на глазах. «Здравствуй, Джамиля. Спасибо, что приехала». Карим изменился, в его глазах больше не было зла и спеси. Мужчина многое переоценил за эти годы. Он очень любил свою дочь и больше всего боялся не увидеть ее больше. «Папа, прости». «Не нужно», – оборвал ее мужчина. «Знаешь, из-за тебя я стал изгоем в наших кругах. Потерял уважение в глазах своих приятелей. Честно сказать, я ни о чем не жалею. Я счастлив от того, что ты счастлива. Прости меня». Джамиля обняла отца и почувствовала радость и умиротворение в своей душе. Как бы там ни было, но без родных людей очень тоскливо и одиноко.